Сегодня будем заниматься исправлением косяка в системе гидроусилителя руля. В сырую погоду, да и просто в крайних положениях начинает сильно свистеть ремень насоса ГУРа. С чем это связано? Ремень в нормальном состоянии, но он ослаблен. И казалось бы, просто подтяни ремень, и проблема уйдет. Дело в том, что эти механизмы, зубцы, по которым происходит натяжка ремня насоса ГУРа, это уже делали настолько много раз, что эти зубцы уже просто они слезались, пострадали, они физически разрушились, поэтому натянуть в максимальное положение насос просто невозможно из-за того, что механизм натяжки поврежден. Сперва давайте посмотрим, что у нас тут в бачке ГУРа, какая у нас там жидкость, есть ли она вообще. Ну да, жидкость есть, цвет нормальный, как бы все нормально. Сейчас посмотрим, какой уровень. Так, смотрим, что у нас по уровню. О, а уровень-то у нас маленький, меньше минимума. Вот такой уровень. Ну, как говорится, одна популярная женщина на донышке. Вот что у нас касаемо самого ремня. Надавливая на ремень, смотрите, как он, соответственно, прогибается. Он там довольно слабовато сидит. Одно из преимуществ большого мотора в маленьком подкапотном пространстве в том, что обслуживание этого двигателя и всех его деталей крайне сложная задача. Добраться до кронштейнов и вообще крепежных деталей насоса ГУРа из-под капота практически невозможно. Давненько я под машиной не валялся. Посмотрите на это. Это просто ужас и кошмар. Все залито маслом. Масло везде. Вся балка, стабилизатор, коробка, все улито маслом. Я даже не знаю, у меня ГУР течет или не течет. Рейка вся. И этим все еще пока что предстоит заниматься. Вот у нас механизм, о котором я говорил. И вот здесь у него есть зубцы, по которым вот этот болт идет вот по этим зубам. И видите, вот здесь зубы есть, вот здесь они есть, а вот здесь зубов уже нет. Вот здесь была сливная пробка радиатора, и у нее верхушка отвалилась, она свернулась. И мы видим небольшое такое запотевание. Следовательно, пробочку надо сейчас просто поменять. Правда, тут огрызок. Этот огрызок надо будет как-то извлечь сначала, а потом уже поставить другую, да, новую. По-моему, у меня есть. Сейчас посмотрим. А вот и пробочка подъехала. Новая такая хорошая. Сейчас мы ее закрутим. Вот этот сам кронштейн, который имеет вот здесь вот такие вот зубчики. Сейчас я их почищу. И вот у нас, соответственно, вставляется вот так вот этот вот сам болт натяжки, у которого есть зубцы. И он вот так вот делает, чик-чик-чик-чик-чик, вот по этим рельсам идет. А потом дальше бабах, и все. Здесь зубов нет, зубы снесены. И что сделать? Как эти зубы восстановить? Да никак. Они уже все, эту деталь надо менять. Ее уже не восстановишь. Соответственно, я не могу сделать нормальную натяжку ремня, потому что вот такая вот беда.
кронштейн установлен. Сейчас я вам покажу, как он двигается. Сейчас я его ослабил. Собственно говоря, вот так там ремень. Вот так хуяк. Ой. Вот таким образом выглядит кронштейн. Наколхоженный. В принципе, получилось довольно-таки неплохо. И ремень сейчас хорошо очень натянут. И сейчас мы будем кататься и тестировать его. Вот и дорожные испытания настали. Сейчас я еду, кручу рулем. Что касается легкости поворота руля, она особо сильно не поменялась. То есть я его накручиваю, и как бы все работает так же, как и обычно. Ну, может быть, чуть-чуть стало полегче, чуть-чуть совсем. Но самое главное, например, то, что было, это когда я поворачиваю руль вот так вот в сторону. Вот, сейчас никакого звука нет, а он был. Или в обратную сторону я его поворачиваю. Но сейчас я поворачиваю его в крайнее положение, и у нас никаких посторонних звуков нет, этих скрипящих, визжащего вот этого ремня, он пропал. Соответственно, совсем иначе получилось, совсем другое дело. Сейчас вот я буду разворачиваться. Вот так вот мы раз, разворачиваемся. Поворачиваем назад, сдаем. И возвращаемся. И никаких проскальзываний ремня нету. Поэтому ремонт удался, я доволен, все, работа закончена. Друзья, на сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, прошу вас проявить какую-нибудь активность, любую. Ну и, собственно, в следующих сериях вы увидите еще больше интересного колхоза и интересного необычного ремонта и тюнинга. На сегодня все, ребята, пока!